Сказка об Арус-аль-Араис и женском коварстве рассказывают в преданиях о минувших и давних событиях, а Аллах знает лучше всех, ибо Он самый мудрый, самый могущественный и щедрый, самый милосердный и снисходительный, что жил некогда великий и могучий царь, и не было у него детей, и стал он просить Аллаха даровать ему сына, который наследовал бы его царство после него. И вот однажды, когда возлежал он со своей супругой, зачала та от него, как захотел Аллах великий и славный, и носила дитя в чреве своем 9 месяцев, и после родовых мук родила она девочку невиданной красоты. Царь передал ее нянькам и кормилицам и щедро раздал милостыню. Каждый день царь навещал свою дочь и целовал ее между глаз. Так продолжалось до тех пор, пока не заболела девочка тяжелой болезнью. Царь собрал ученых-врачей и мудрецов, но они ничем не могли ей помочь, и умерла царская дочь по воле Аллаха Великого и Славного. Тогда вошла в сердце отца великая скорбь и сокрушила его, и целый месяц предавался он плачу и стенаниям. Царь уединился, предавшись печали, и не хотел видеть ни визиров, ни хаджибов, ни надимов, ни друзей. Был у царя доверенный визир, и был он человеком праведной жизни и большой щедрости, он оказывал благодеяния нищим, больным и вдовам, многие жили за счет его милостыни. И когда смерть посетила дом царя, предался визир великой скорби и перестал поддерживать бедных и убогих, и об этом известили всех тех, кому он раньше помогал и кто кормился его подаянием. Однажды по пути во дворец встретился ему слепой, один из тех, которому он оказывал свою милость. Слепой помолился за него доброй молитвой и сказал: «О, визир, почему ты перестал оказывать свои благодеяния? Я ведь только и жил милостью Аллаха Всевышнего и твоей». И ответил ему визир: «Разве ты не видишь, что все мы охвачены скорбью, заботой и печалью? Клянусь Аллахом, это заставило нас забыть даже о наших душах и о наших детях, не говоря уже о прочих». Слепой спросил: «Какая беда постигла вас? Что за несчастье на вас обрушилось?» «Была у царя дочь, и вот она скончалась, а было ей от роду 15 лет. Царь охвачен печалью и горем и не перестает стенать и плакать, затворившись в своих покоях. Нам тяжело это, и мы превратились в стадо без пастуха», — рассказал визир. Тогда слепой сказал: «Воистину, хвала Аллаху, он уже избавил нашего господина визира, царя и всех подданных его, знатных и простых, от этой тяжкой заботы».